Привет, Арми, добро пожаловать обратно на канал Зона BTS. Все казалось обычным, пока вдруг не изменилось. Под яркими огнями шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon все выглядело как обычное игривое интервью. Смех, шутливые вопросы, непринужденное обаяние – именно то, чего ожидали фанаты, когда Чингук сидел напротив Джимми Фэллона. Но затем один вопрос изменил всю атмосферу. Он не был громким. Он не был драматичным. На самом деле, он звучал почти непринужденно. В разговор вскользь промелькнуло всего одно имя – Ким Тэ-хён. И в ту же секунду что-то изменилось. Выражение лица Чингука не соответствовало моменту. Улыбка появилась чуть позже, чем нужно. Пауза длилась чуть дольше, чем нужно. Такая тишина, для которой не нужны слова, чтобы все сказать. Фанаты сначала этого не заметили, но как только заметили, уже не могли этого развидеть. Было ли это колебание? Была ли это эмоция? Или это было что-то, чего он никогда не собирался показывать на камеру? Потому что то, что последовало дальше, было не просто ответом. Это была реакция, породившая миллионы теорий, разжегшая споры в интернете и заставившая фанатов снова и снова задавать один и тот же вопрос. Неужели Джимми Фэллон только что раскрыл что-то, чего Чингук никогда не должен был говорить? Видеоролик не взорвался мгновенно. Сначала он тихонько тлел в уголках интернета, его пересматривали несколько зрителей, которые почувствовали что-то необычное, но не могли это объяснить. Освещение не изменилось. Декорации не изменились. Но энергия изменилась. И как только это едва заметное изменение было замечено, оно распространилось как лесной пожар. В течение нескольких часов этот момент был разобран покадрово. Каждое микровыражение лица Чингука стало доказательством, легкое напряжение челюсти, то, как его глаза на долю секунды мелькнули, когда упомянули Ким Тэ-хёна, почти незаметный вдох перед ответом. Ничто из этого не было громким. Ничто из этого не было очевидным. Но вместе это рассказало историю, которую фанаты не могли игнорировать. Предположения переросли в одержимость. Онлайн-сообщества начали общаться так, как никогда раньше. Всплыли старые интервью. Прошлые взаимодействия были переосмыслены под новым углом. Моменты, которые когда-то казались обыденными, теперь приобрели невиданный ранее вес. И в центре всего этого был один навязчивый вопрос, который никак не исчезал: что именно изменилось в ту секунду? Время только усугубило ситуацию. Потому что это было не просто какое-то выступление. Участие в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon означало глобальную известность, сцену, где каждое слово было отточено, каждая реакция контролировалась. Ничто не должно было ускользнуть. И все же что-то ускользнуло. Вот что сделало это опасным. Ситуация начала закручиваться по спирали. Некоторые считали, что это просто давление, мимолетный момент, усиленный миллионами глаз. Другие были убеждены, что это нечто более глубокое, нечто тщательно охраняемое, пока этот единственный вопрос не раскрыл его. Разрыв становился все острее с каждым часом. А потом появились замедленные видеоролики. В сети начали распространяться фрагменты видео, снятые крупным планом, запечатлевшие именно этот момент. Тишина затянулась. Выражение лица застыло. Внезапно то, что длилось всего несколько секунд в прямом эфире, показалось вечностью. Каждый повтор подпитывал эту волну. Каждый ракурс раскрывал что-то новое, или, по крайней мере, что-то новое. Интернет не просто реагировал. Он усиливал реакцию. Темы в тренде взлетели. Монтаж заполонил ленты новостей. Теории, начинавшиеся с простого любопытства, превратились в эмоционально заряженные истории. Чем больше людей смотрело, тем больше они убеждались, что это не просто очередной момент интервью, это было нечто, чего не должно было произойти. Тем временем первоначальный контекст начал исчезать. Смех перед вопросом, непринужденный тон, обычный ритм шоу – все это было затенено. Остался лишь этот фрагмент времени, изолированный и увеличенный до такой степени, что он казался больше, чем все интервью целиком.
И в центре бури стоял Джимми Фэллон, намеренно или нет, тот, кто задал вопрос, с которого все началось. Напряжение нарастало незаметно. Потому что в такие моменты молчание говорит громче любого заявления. Никаких разъяснений. Никаких продолжений. Никаких попыток изменить ход событий. И это отсутствие только усугубляло ситуацию. Оно оставляло слишком много пространства для интерпретаций. Фанаты уже не просто смотрели. Они искали. Искали смысл, подтверждение, что-либо, что могло бы подтвердить или опровергнуть то, что, по их мнению, они видели. И чем глубже они погружались, тем сложнее становилось отделить реальность от проекции. Еще большее напряжение вызывало ничтожность этого момента. Никакого драматического признания. Никакого шокирующего откровения. Просто пауза, взгляд, изменение. И все же этого было достаточно, чтобы вызвать всемирный ажиотаж. Потому что иногда самые сильные моменты – это не те, которые произнесены вслух, это те, которые почти произошли. По мере того, как видеоролик продолжает распространяться, набирая все больше просмотров с каждой минутой, один вопрос не исчезает. Был ли этот момент случайностью, или правда ускользнула, когда никто не знал? Разве это должно было что-то заметить? Чем дольше длилась тишина, тем громче все становилось. То, что начиналось как любопытство, превратилось в нечто более тяжелое, нечто почти неудержимое. Этот ролик перестал быть просто моментом из шоу Джимми Фэллона. Он стал феноменом, цифровым пожаром, пожирающим ленты новостей на всех платформах. Люди больше не просто смотрели. Они выбирали стороны. Некоторые защищали Чингука, настаивая на том, что это всего лишь усталость, естественная человеческая реакция, преувеличенная до нелепости. Другие же поддались напряжению, будучи убеждены, что то, что промелькнуло, вовсе не было случайностью. И в центре этой бури одно имя звучало громче всех остальных – Ким Тэ Хён. Эта связь стала ядром всего. Старые кадры всплывали быстрее, чем когда-либо. Взгляды, жесты, общие моменты, которые когда-то оставались незамеченными, теперь воспринимались как кусочки головоломки, которую люди отчаянно пытались разгадать. Монтаж становился все более интенсивным. Теории все более подробными. Эмоциональная вовлеченность достигла ошеломляющего уровня. Но начало происходить нечто другое. Повествование изменилось. Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на том, что было видно, люди начали задавать вопросы о том, чего не было, о том, что не было сказано, что не было уточнено, что не было опровергнуто. И это отсутствие создало пространство, гораздо более мощное, чем любой прямой ответ. Потому что молчание не завершает историю. Оно ее растягивает. И в этом растянутом молчании даже самая маленькая деталь начинает казаться преднамеренной. Давление вокруг Джимми Фэллона незаметно усилилось, не через прямые обвинения, а через намеки. Идея о том, что один простой вопрос мог перерасти в нечто более глубокое, нечто незапланированное. Преднамеренно или нет, воздействие было неоспоримым. Момент вышел из-под контроля. Видеозаписи больше не распространялись ради развлечения. Их анализировали как доказательство. Выражения лиц замедлились до долей секунды. Движения глаз стали определяться как скрытые сигналы. И чем больше люди искали, тем больше убеждались, что обнаруживают нечто реальное, нечто первозданное, нечто, никогда не предназначенное для миллионов глаз. И все же истина оставалась недоступной. Потому что сколько бы раз ни пересматривали этот ролик, как бы глубоко его ни изучали, всегда чего-то не хватало, пробела, паузы, доли секунды, которая отказывалась полностью раскрыться. Именно это никто не мог объяснить. Почему эта пауза ощущалась по-другому? Почему этот взгляд не соответствовал моменту? Почему энергия менялась так внезапно, что даже те, кто не знал, что искать, все равно могли это почувствовать? И, возможно, именно это и делало все это таким мощным. Не то, что было увидено, а то, что было почувствовано.
По мере того, как ажиотаж нарастал, привлекая все больше внимания с каждым часом, грань между реальностью и интерпретацией размывалась еще сильнее. И все же, несмотря на весь шум, все теории и все эмоции, выходящие из-под контроля, первоначальный момент остался неизменным, все еще тихим, все еще коротким, все еще без ответа. Каким-то образом это сделало ситуацию еще более опасной. Потому что в мире, отчаянно нуждающемся в ясности, ничто не распространяется быстрее, чем загадка, которую невозможно разгадать. Что еще больше усугубило ситуацию, так это уже не сам видеоролик, а то, что начало происходить после него. По мере того, как внимание усиливалось, оно незаметно смещалось на каждое новое появление, каждое движение, каждое выражение лица Чонгука. Люди больше не просто смотрели контент. Они смотрели на него, искали любой знак, который мог бы подтвердить то, что, как им казалось, они увидели в тот хрупкий момент. И именно тогда напряжение стало невозможно игнорировать. Потому что в последующие дни ничто не казалось таким легким, как раньше. Улыбки все еще были. Энергия все еще присутствовала. Но для тех, кто уже видел видеоролик, что-то ощущалось иначе. Неочевидно. Не драматично. Но этого было достаточно, чтобы каждый взгляд казался тяжелее, каждая пауза дольше, каждая реакция словно скрывала что-то невысказанное под поверхностью. И как только это ощущение укоренилось, оно не покидало нас. В то же время имя Ким Тэ-хёна продолжало звучать в разговорах, видеороликах и теориях. Не напрямую связанное, не подтвержденное, но всегда присутствующее, словно недостающий кусочек, который все пытались вставить на место. Интернет не сбавил обороты. Он накалился. Появились новые ракурсы одного и того же момента, каждый из которых, как утверждалось, раскрывал что-то, что другие упускали. Некоторые фокусировались на моменте. Другие – на выражении лица. Третье – на том, что, по их мнению, было эмоциональным сдвигом, слишком точным, чтобы быть совпадением. И с каждой версией повествования становилось все более интенсивным, более эмоциональным, все более неудержимым. Но самым тревожным было не то, что создавалось. Это была закономерность. Потому что люди начали замечать нечто большее, чем то единственное интервью на шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Отдельные, разрозненные моменты из прошлого начали складываться в единую картину, которая казалась почти идеальной. Недостаточно, чтобы что-либо доказать, но достаточно, чтобы все казалось взаимосвязанным. И как только эта идея укоренилась, все изменилось. Потому что теперь дело было не в одном вопросе. Дело было в том, что этот вопрос мог случайно раскрыть. Тишина вокруг этого только усиливала воздействие. Никакого прямого признания. Никакой попытки прервать повествование. Ничего, что могло бы однозначно отделить правду от предположений. И в этом отсутствии история продолжала развиваться сама по себе, неконтролируемо, непредсказуемо и становясь все более напряженной с каждым часом. Тем временем роль Джимми Фэллона стала еще сложнее. Не из-за того, что он сказал, а из-за того, что последовало за этим. Мысль о том, что один момент, один сдвиг в энергии может запустить нечто столь масштабное, витала в каждом обсуждении. И чем больше людей пересматривали этот ролик, тем больше одна деталь выделялась на фоне всего остального. Это пауза. Все еще не объясненная. Все еще не тронутая. Все еще несущая в себе груз, который никто не мог полностью определить. Потому что это больше не ощущалось как колебание. Создавалось ощущение, что что-то сдерживает. И это осознание изменило восприятие всего происходящего. То, что раньше выглядело как обычное интервью, теперь ощущалось как момент, балансирующий на грани чего-то гораздо большего, чего-то, что почти ускользнуло, но не ускользнуло. Чего-то, что оставалось чуть ниже поверхности, достаточно близко, чтобы почувствовать, но никогда недостаточно близко, чтобы доказать. И, возможно, именно поэтому оно отказывается исчезнуть. Потому что тайнам не нужны ответы, чтобы выжить. Им просто нужен момент, достаточно сильный, чтобы заставить людей поверить, что за ним скрывается нечто большее.
Затем произошел неожиданный сдвиг. Не громче, не яснее, но тяжелее. Когда буря достигла своего пика, в реакции людей начали происходить едва заметные изменения. Теории все еще существовали. Монтаж все еще циркулировал. Дебаты все еще горели. Но под всем этим начало проявляться другое чувство: меньше волнения, больше интенсивности, меньше любопытства, больше убежденности. Потому что этот момент перестал ощущаться как спекуляция. Это стало восприниматься как личное. Для многих это перестало быть просто отрывком из шоу Джимми Фэллона. Речь пошла о понимании того, что, по их мнению, они увидели выражение лица Чонгука не как фанаты, не как зрители, а как люди, пытающиеся прочитать что-то настоящее под поверхностью человека, за которым постоянно наблюдают миллионы. И вот тут все стало сложнее. Потому что чем больше люди пытались определить этот момент, тем больше он сопротивлялся определению. Некоторые начали отступать, задаваясь вопросом, не зашло ли все слишком далеко, не растянулись ли несколько секунд тишины до неузнаваемости. Но другие углубились еще больше, убежденные, что увиденное нельзя так легко отбросить. Что в этой паузе было что-то подлинное, что-то, что не должно было находиться в идеально контролируемой, глобальной телевизионной среде. И посреди этого разделения одно присутствие оставалось почти нетронутым. Ким Тэ Хён. Не потому, что он отсутствовал, а потому, что его никогда не было непосредственно в тот момент. Только упоминалось. Только подразумевалось. И все же, каким-то образом, он стал центром всего, не произнеся ни слова. Это отсутствие лишь усилило его. Потому что оно оставило пространство для интерпретации, для эмоций, для проекций. Это позволило людям заполнить пробелы своими собственными убеждениями, своими собственными ожиданиями, своим собственным пониманием связи, которую они чувствовали, но никогда не могли доказать. И как только этот эмоциональный слой улегся, история перестала быть о том, что произошло. Она стала о том, что это значит. Молчание со всех сторон продолжалось. И вместо того, чтобы успокоить ситуацию, оно ее усилило. Отсутствие отрицания означало возможность. Отсутствие подтверждения означало тайну. И именно этот баланс между ясностью и неопределенностью был тем местом, где история процветала. Между тем, каждое новое появление, каждый новый контент с участием Чонгука рассматривался совершенно по-другому. Не как отдельные моменты, а как продолжение того единственного неразрешенного вопроса. Каждая улыбка анализировалась. Каждый взгляд сравнивался. Каждая секунда сопоставлялась с тем, что люди считали, что уже видели. И все же ничего окончательного. Нет точки перелома. Нет однозначного ответа. Только то же самое затянувшееся напряжение, которое никак не хотело разрешиться. Что делало ситуацию еще более напряженной, так это ее хрупкость. Отбросьте монтаж, теории, эмоции, и все, что останется, это короткая пауза во время глобального интервью. Что-то настолько незначительное, что так легко упустить из виду, и все же невозможно забыть. Потому что важна была не величина момента. Важно было чувство, которое он оставил после себя. Чувство, что что-то почти всплыло, а затем исчезло, прежде чем кто-либо смог это полностью понять. Теперь, когда видеоролик продолжает распространяться, привлекая новых зрителей, которые испытывают то же замешательство, то же любопытство, то же непоколебимое чувство, что что-то не до конца объяснено, вопрос не изменился. Более того, со временем он только усилился. Был ли тот момент просто совпадением, сформированным миллионами интерпретаций? Или это был самый близкий момент, когда кто-либо когда-либо видел, как что-то настоящее ускользает, прямо перед тем, как его отдернули? И как раз тогда, когда казалось, что момент достиг своего предела. Он не исчез. Он эволюционировал. Разговор не растворился в бесконечном цикле вирусных клипов. Он затвердел, превратившись в нечто более устойчивое. Нечто, что отказывалось быть погребенным под новыми заголовками или громкими отвлекающими факторами. Потому что это перестало быть просто очередной трендовой темой.
Это стало вопросом, который люди носили с собой. Каждый раз, когда появлялся Чингук, тень этого момента следовала за ним. Невидимо. Не открыто. Но всегда там, прямо под поверхностью каждой улыбки, каждого выступления, каждой тщательно контролируемой секунды перед миром. И чем больше проходило времени, тем более тревожным становилось одно осознание. Ничто никогда не исправляло этого. Никаких разъяснений от Джимми Фэллона. Никакого изменения в повествовании. Ни один момент не стер явно напряжение, которое, как считали люди, они наблюдали. Мир двигался вперед. Но эта единственная пауза застыла во времени, неизменная, нетронутая. И такая неподвижность опасна. Потому что, когда момент не развивается, люди развивают его сами. Интерпретации углубились. Не стали громче, но острее. Менее хаотичными, но более целенаправленными. Теории, которые когда-то казались преувеличенными, стали восприниматься как структурированные, почти убедительные в том, как они связывали фрагменты прошлого с той единственной необъяснимой реакцией. И как только такой уровень веры укореняется, его нелегко разрушить.